сохраняйте билет бесплатно на Давай, жми. Ой, жми на кнопочку. Нет, тут не надо даже на кнопочку жать, он типа... Все, шлагбаум открылся, мы поехали. Да. Все. Взяли билетик. Проездной билетик на платный участок дороги. Че, водитель? Как дела? Поехали. Поехали уже в Питер. По платной дороге в Питер едем. 800 метров Лукойл. Нам надо бы заправиться. Сейчас будем оплачивать все наше веселье. Оп. Здрасте. История. Короче, едем на нервиках уже. Нервная система вот так вот. Я слежу за стрелочкой. Ты расскажешь? Ну, да, в общем, дорога от Москвы до Питера разделена платная на два участка. Первый участок, потом 50 километров бесплатно, и следующий участок тоже платный. Проехали мы первый участок, выехали на бесплатную дорогу, и в крайней левой полосе просто скорость падает на 0, происходит такой стук, ну и все, и скорости нету, и машина на инерции дальше катится, как на нейтралке. Мы припарковались на обочину, вот, не знаю, возможно, это датчик скорости, либо коробка у Chevrolet Cruze, это больная тема. Ну, немножко подостыли, поехали дальше, теперь Влад за рулем, следим за стрелкой, она так туда-сюда, туда-сюда. Если это датчик движения, то его нужно менять, эту деталь покупать. Вот. Но если это коробка, то менять коробку. Надо узнавать, где этот датчик скорости стоит. Будем смотреть YouTube. Как вообще YouTube в России можно отключить, блин? Как? Нельзя его отключать, иначе мы бы тут вообще впухли. Я даже не знаю, где информацию искать, кроме YouTube. Километр до Питера 250. Датчик дает нам жару. Вообще не разрешает. По Новосибирску уже 4 утра. Местное время 12:00. Мы сейчас приняли решение, что нужно сворачивать на Нижний Новгород. Забронировали номер. Поспим. И завтра, по возможности, если мы сможем найти СТО, которое нам поможет в этом проблеме, потому что мы несколько обзвонили, нам сказали, посмотрите в Гугле. Ну вот, какие помощники там. Либо будем смотреть в Гугле, либо машина остынет и поедет, либо сможем найти человека, который отремонтирует. Коробка перешла в аварийный режим, и это нам позволяет хотя бы с уверенностью ехать 90 км в час, не ожидая того, что она начнет пинаться, брыкаться и сбивать нас с пути. Пока едем на аварийке в правой полосе. Да. Вот и все. Вот и все. Ваш билет, мигающую стрелочку. Даже людей нету. Все, чек мне дайте. Чек хочу. Дайте чек.
сильно разгоняемся. Съезжаем, едем в Великий Новгород, потому что мы сломались. Будем искать завтра СТО новых людей. Мы остановились в Новгороде. Да. Или в Новгороде Великом, да? Угу. Черно-белый номер с хорошим матрасом. Очень. Выспались. Классно. Да, без шторки, но это нам не помешало. Прикольно. В общем, сейчас мы ждем, когда нам позвонят по эвакуатору, заберут машину, и, возможно, нам придется разделиться. Вот думаем, с кем кота оставить. Как быть? Угу. Вчера очень поздно приехали. Хорошо, что доехали. Только доехали. И все. Машина встала. Очень довезла нас до гостиницы и стала. Это прискорбно. Да, сейчас машина выручила нас, сейчас мы ее будем выручать. Где там этот вот пассажир, с которым нужно решить, что делать, с кем останется. Ну или мы разделимся, не разделимся, пока непонятно. Все, забирают нас на эвакуаторе. Влад тут пишется, как там дела. А я пошла в номер к котику. Короче, с эмоциями в такой момент справиться сложно. Наташа сейчас позвонила, они ищут каршеринг, выезжают за нами. У нас в машине очень много вещей. У нас кот. Вот. Сейчас, скорее всего, что-нибудь приготовим покушать и соберем вещи. Будем дождаться ребят. Они тоже покушают, выдвинутся за нами. Заберем все, пока такой план. Вот. Немножко поплакала, но отчасти то, что у нас такие друзья. В принципе, ситуации справиться можно, но если планируете путешествие, обязательно нужно как-то подстраховаться. Наша удача то, что они там живут, и мы сломались недалеко от Питера. Ну так, сейчас иду к Лене. Покушаем тоже. Сережа с Наташей очень дружелюбно вызвались нам помочь. Но это нереально. Вы представьте, люди садятся в машину каршеринговую, да, едут 240 километров, чтобы забрать нас с вещами и отвезти обратно в Питер. Я, конечно же, сказал, что всю финансовую нагрузку беру на себя, но вы представьте, для меня это вообще подвиг на самом деле. Все, что делается, делается к лучшему. Значит, нам так надо. Это наша ноша. Все решим, покажем вам. Ориентировочно на 2 недели. Все мероприятие затягивается в лучшем случае. Вот. Цена вопроса до 100 тысяч. А вот это вот уже пугающе. Серьезненькая сумма. Тебя и так видно? Как тебе пельмени? Да. Хороший. 199 рублей. Классно. Пойдем кушать. Гуляем сейчас по Новгороду Великому. Впереди Кремль. Сейчас идем по набережной. Там даже люди сегодня загорают, купаются. Тепло. Непослушный мой друг. Идем? Пойдем. Вообще сплошная романтика. Столько любви. Мы сейчас направляемся прямо туда. И там внутри Кремля. Это, по-моему, музей письменности. Вот.
большинственная конструкция Кремля. Вот, допустим, за этим у меня стена. Но очень красивая архитектура. Старая. Хорошо то, что ее сохраняют. Все, к нам присоединился наконец-то Влад. С двумя стаканчиками. Да, вот Викса сегодня какой-то супер релакс день. Она там на шее сидит. Я покупала пока напитки. Пугай. Да, мужчина говорит: «О, я думала, у вас воротник, а он шевелится. Говорит, я так испугался. Не по сезону, говорит, одета, думаю, сначала, а потом он зашевелился. Я, говорит, в шоке. Все говорят, что это сиамская кошка. А это не сиамская. Кто не угадает. Одна бабушка угадала. 16 лет прожил, говорит. Сколько? 15. 19? Долгоиграющий кот на всю жизнь. Да. Не знаю. Гуляем сегодня по Кремлю Великого Новгорода. Он небольшой, компактный, реконструируется очень много. Красиво, чисто, нравится. Общаются с нами все сегодня. Это все из-за того, что у тебя глаза красивые? О, да. Вот эти глаза с ума сводят. Ну, жениться, 5 свадьбу сделаем бы и все. Ну как, Вместе? это годовщину, там через 5 лет мы с тобой будем богаты. И у нас будет возможность снять Кремль на выходные. Можно, пожалуйста, все столики зарезервировать? Да. Вот И это. как это, Иван Васильевич меняет профессию, как отметим тут этих костюмов. Затусуемся. Как тебе Великий Новгород, его стена? Красиво. Там мужик на коне стоит. Да, в самом конце. Что за мужик-то? Ой. Дорожки здесь всякие красивые. Я не знаю, я же что, историк, что ли? Снимай мой нос. Ладно, пойдем прогуляемся по мостику. И будем ждать ребят, они где-то уже на подъезде к нам. Великий Новгород, 859 год основания. Что вы? Машина по поручню походит? Можно. Давай попустим. Какой хвост. Страшно. Рыбов дай. Дай рыбу. Где рыба? Ты Что, рыбов продаешь? Че стоишь? расскажете историю. На фоне Кремля селфи делаем. Получилось видео. Недостаточно прохладно. Котейка, ты осознаешь вообще, где ты гуляешь? Ты погуляла на многих. Вот девчонки ко мне подошли, говорят, она у вас путешествует, вы нормально с ней гуляете? Я говорю, мы переезжаем. Она говорит, ой, это прям мечта. И я ей рассказываю, что она была на многих Кремлях, и на Красной площади, и здесь. А понимает ли она вообще то, что она видит? Ну, она сказала, конечно, понимает, и я поверила. Ты понимаешь? Конечно, посмотрите в ее глаза. Голубые бестолковки.
наши спасатели прибыли. А где Натали? Да господи, надо было ей это. Ой, ну это фоторепортеры, а. У нас шицо Да. история. Здрасте. Это типа подстать медового месяца, только чуть-чуть наоборот. Да. Моя девочка, приветики, сладкий мой Все, мы отправляемся загружать тачку из вещи из тачки и стой. Все, погнали. Погнали. Ты куда сходила? Эх. Передач. Она уже писает, это нормально, да? Ищет, молодец. Ну Я вижу ее взгляд. Есть. Всю нашу машину перегрузили в Кашкай. Здесь все поместилось просто в багажник. Кот будет ехать на переднем сиденье. Ага. Мы сейчас еще чуть-чуть расформируем и все. Так можно? Котики. Что делаешь, Лен? Дом ищу. Квартиру ищу. Нашла дом. Нашла матрас. Нашла матрас. Все. Что ты там, о чем еще подумала? О том, что какое счастье, что у нас есть Сережа с Наташей. Да, полностью согласен. Сережа завтра уже снимет, Да, 100%. Что, будем ремонтировать? Сережа завтра уже 100% разберет. Она обита уложить надо шкаф. Шторки поменять. Диванчик этот тоже. Надо что-то с ним сделать. Нравится пока только паркет. В общем, добрались мы с приключениями. Нас спасли очень сильно Сережа с Наташей. Огромное им спасибо. А еще мы сняли квартиру в их же парадной. Представляете, теперь мы еще и соседи. Сейчас делаем ремонт в этой квартире, и работы предстоит очень много.